Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш кармический гороскоп на ближайшие 1,5 года. Или как повлияет на вас смена кармическими лунными узлами, знаков. И да, последние 1,5 года лунные узлы находились у нас на оси Овна Весов. И вот сегодня как раз таки перешли в знаки Рыбы Девы. Да, дорогие рыбы, это гороскоп про вас, и я скажу вам, что на вас не просто звезды смотрят, как вы проведете ближайшие 1,5 года. Для вас это очень такой важный этап жизни, неважно сколько вам лет. Я так понимаю, что если вы смотрите это видео, то вы находитесь в достаточно зрелом, взрослом возрасте, когда вы сами принимаете решение, куда идти, двигаться вперед или же лениться. Но здесь момент того, что очень важное время наступает для вас, и лениться совсем нельзя. Да, ребят, если вы смотрели общее видео, то вы знаете, какие рекомендации я уже дала в том видео для всех. Лишь подытожу, что ближайшие 1,5 года будут очень эмоциональные, очень сильные. И здесь прекрасное время для того, чтобы отказаться от вредных привычек, выйти из своих иллюзий, заняться своей жизнью. А у рыб так вообще задачи грандиозные. С вас будет высокий спрос, ну и естественно кармические бонусы у вас тоже будут очень классные. Ребята, я сначала расскажу информацию для всех рыб в общем, потом расскажу по каждой отдельной декаде, первой, второй, третьей, и в конце дам финальные рекомендации для того, чтобы провести этот период времени как можно ярче, как можно интенсивнее, для того, чтобы душа радовалась, где-то скомпенсировать негативные моменты и конвертировать их в плюсы, и это будет самое-самое потрясающее в этот период времени. Потому что следом после этого момента будут еще другие отрезки жизни, но сейчас, дорогие рыбы, очень-очень много энергии дается вам для того, чтобы вы реализовались. Во-первых, вам необходимо будет максимально проявить свое рыбье солнце, да, то есть и здесь нужно понять, ребят, помарочка, если вы смотрите гороскоп по солнцу, то есть и вы являетесь солнечными рыбами, то это, я скажу, максимально удачная позиция, потому что когда мы живем по солнцу, действуем по солнцу, мы максимально получаем удовольствие от всех своих реализаций, от всех своих действий. Если же вы смотрите по асценденту, то скорее в вашей жизни будут проигрываться моменты, связанные с личной жизнью, брачными отношениями. Поэтому здесь, дорогие, имейте в виду, если ваш асцендент в рыбах, или же дисцендент в рыбах, тогда, конечно же, будет играть место отношения в личной жизни, брак, возможно, у кого-то развод, эмоции, настроения, которые не очень. И здесь такая история двоякая. Знаете, что все сложные моменты можно скомпенсировать и превратить из минуса в плюс. И, собственно, для этого нам инструмент астрология, с которой мы заглядываем в будущее, и дает вот эти возможности. Ребята, если вы смотрите этот гороскоп по Луне, то понимаете, что Луна в рыбах – это чрезмерные эмоции, это океан эмоций, и ту информацию, которую буду я рассказывать, вот это прям вот будет характеризовать ваше эмоциональное состояние. Не факт, что действие, но эмоциональное состояние, потому что действие все-таки, когда мы живем по Солнцу и действуем по Солнцу, потому что Солнце – это такая активная огненная энергия движения вперед. Вот такая философия. Идем дальше. И, конечно же, дорогие рыбы, сразу хочу сказать, что для вас энергии на эти 1,5 года выделено очень много. И если энергия не будет направлена в то или иное русло, то, как правило, то есть если у вас есть на финансовую стабильность, на устойчивость, на работу, на карьеру, на рост или на семейные отношения, и вы не используете вот эту энергию в нужном русле, то тогда она проигрывается по-другому. То есть если вы не улаживаете
налаживаете, например, контакты в личных отношениях, да, тогда, конечно же, идет разрушение, непонимание, ну, то есть все здесь понятно. Если вы не используете свою силу для достижений в карьере, естественно, вы чувствуете полное неудовлетворение, и тогда, конечно же, можно даже свалиться, скатиться в депрессивное состояние, в какую-нибудь болячку, да, психосоматическую. У рыб эта история очень сильно, мощно работает, поэтому здесь, дорогие рыбы, вот такая вот большая, такая мощная сила для вас, которая нужна, да, это, конечно, на ближайшие 1,5 года стараться максимально трезво смотреть на свою жизнь, максимально честно, чтобы вам было максимально понятно, что же вам делать со своей жизнью, для того, чтобы не уйти в какие-нибудь дебри, иллюзии, моменты лени, депрессивного состояния, не создать себе скелеты в шкафу какие-нибудь, да, не уйти в самобичевание, я бы даже сказала, вранье не только близким, но и себе, да, постарайтесь быть максимально честными, это будет, естественно, происходить очень сложно, захочется где-то приврать, где-то уйти от настоящих эмоций, потому что правда, она очень часто колется, и такой момент, что многие все-таки предпочитают сладкую ложь, потому что она красиво подается, красиво продается. Но, ребят, скажу, что когда кармические узлы сменят знак, и в 2026 году, то есть в рыбах лунные узлы будут находиться до 27 июля 2026 года. И потом они перейдут на ось Водолей-Лев. И вот тогда будет очень сложно вот скрывать всю ту ложь, скелеты, шкафы, все те иллюзии, за которые держались, в которых не хотели себе признаться вот в этой правде. То есть она выйдет наружу, и она будет не совсем приятная, она будет такая дерзкая, она будет открытая, она будет не под тем соусом, под которым бы хотелось, да, не с тем настроением, она будет выбивать из колеи, рушить жизни, поэтому я все-таки за то, чтобы быть максимально честными в этот период времени. Он такой очень важный, он эмоциональный, он для того, чтобы подумать, с мудростью отнестись к своей жизни, к жизни своим близким, вообще, в принципе, о глобальном замысле своей жизни подумать, потому что рыбы – это такой масштабный знак зодиака, ни в коем случае не локальный, не маленький, то есть вы всегда думаете о нечто большем, вы всегда думаете о том, что даже другие люди не задумываются, и здесь настолько глобальное не просто внешнее, но и внутреннее состояние. Поэтому отслеживайте свое внутреннее состояние в том числе для того, чтобы оно было вот в таком адекватном состоянии, чтобы был трезвый ум, чтобы была способность мозга быстро принимать решения, потому что каким-то рыбам необходимо, очень важно, быстро принимать будет решение для того, чтобы жизнь держать в нужном русле, направлять в том самом направлении, и чтобы не ломалось там, где не должно ломаться, в силу эмоций, в силу различных состояний, когда мы готовы, иногда вот я устал, я ухожу, и все. Вот это настроение усталости абсолютной, депрессивного равнодушия, я бы это так сказала. Не позволяйте сделать со своей жизнью это, не упускайте вожжи от своей жизни, держите ее, потому что на ближайшие 1,5 года эта жизнь должна быть абсолютно вашей, вы должны ее прочувствовать, вы ее должны полюбить, если вы ее разлюбили. Именно это от вас, дорогие рыбы, 1, 2, 3 декады как раз-таки просит Вселенная, просит весь мир, потому что нам вот нужно ваше такое глобальное миролюбие. Ну что, дорогие, буду рассказывать сейчас про рыб всех декад. Начну с 1 декады рыб. 1 декада рыб – это те, кто родился в феврале. Да, ребята, и, конечно же, история того, что у вас среди всех рыб задача, ну, не самая сложная, так скажу, и не самая простая, не самая простая.
Здесь, конечно же, у вас сейчас идет такое резкое движение вперед. Возможно, вы чувствуете какой-то шаткий мир, обнуление. Все то, что работало ранее, больше не работает. Все те методы, которыми вы пользовались, тоже нет. Жизнь как будто заставляет выходить на новый уровень, жизнь как будто заставляет искать новую работу, у кого-то новые отношения, потому что в них непонятные ссоры, скандалы. То есть хочется самим чего-то нового, хочется свободы, хочется освободиться от усталости, от состояния, когда вас не понимают, когда стало скучно. И это такая история, что нужно понять, что происходит. То есть оно стало скучно, неинтересно и в работе, и в личной жизни. Почему? Потому что это в принципе не то, что характеризует вас, потому что наши отношения брачные, личные, всегда у нас складываются с теми людьми, как правило, если мы с людьми идем в долгую по жизни, это всегда должен быть такой симбиоз характеров, да, то есть всегда должно быть нечто общее, ну хотя бы на 50% общий плейлист послушать, да, то есть должны быть общие интересы, общие темы для разговоров, то есть история того, что противоположности встречаются только на короткий период времени, если вот вы хотели погулять и разойтись, без каких-то таких осознанных взрослых решений. А если вы хотите в долгую отношения строить, и вы абсолютные противоположности, вы это поняли, или, например, работа, на которой вы работаете, понимаете, что вы никогда, в принципе, не хотели, почему-то пришли, устроились на эту работу или на эту профессию, работаете на этой профессии, понимаете, что это вообще вам никогда не нравилось, просто это приносило вот такие как большие деньги, нормальные, приличные, и это хорошо. И здесь вопрос того, что все-таки, если вам хочется настроить свои жизни, как хотите вы, потому что сейчас у вас состояние просто встать и выйти, здесь нужно, конечно же, подумать мудро, что вы хотите сделать, как вы хотите настроить свою жизнь, как вы хотите жить. То есть здесь нужно в прямом смысле себе честно признаться, как вы хотите это жить? Почему вы сейчас на этом месте? Понять, почему у вас вот карма – это результат всех наших прошлых деяний, в связи с которыми мы оказались вот здесь, в этом отрезке времени. Что привело вас сюда? Какие ваши решения? В какой момент вы свернули не туда, что оказались здесь и чувствуете вот это настроение нерадости, что хочется все бросить? Или же вам просто хочется каких-то новых эмоций? То есть здесь нужно вот эту историю понимать, чтобы не зайти в дебри тех отношений, которых вы потом будете сожалеть. Или уйти в другое место на работе и потом понять, что в принципе везде работа – это ответственность, действие. И сейчас вообще в любом месте земного шара большая неопределенность и непонятно, что делать, да. Но я тогда вам хочу сказать, что внедрите тогда в этой своей работе, в этой своей профессии нечто новое. Вам хочется сейчас вот такого куража, эмоций таких ярких, интересных. Постарайтесь не рушить свою жизнь, не обнулять, посмотрите вот приземленно, достаточно. Я знаю, что для рыб эта история так себе, но постарайтесь честно, максимально и приземленно посмотреть на свою жизнь. И если вам все-таки хочется нечто другого, то пора тогда менять, пора решаться. Но, ребята, опять же скажу, чтобы это не было связано с вашими претензиями. Хотя, конечно, претензии должны уже были просто отыграть, просто вот эта нереализованность, вот эта вот несостоятельность жизни должна была уже отыграть, и скоро начнется в вашей жизни очень важный момент в середине 2025 года, когда будет вот движение вперед, раскрытие своих талантов. Естественно, необходимо внедрять нечто новое в работе, в личной жизни, договариваться, общаться, быть максимально честными, чтобы вот была вот эта проявленность, мощная, такая интересная. Новые эмоции однозначно да, новый круг друзей однозначно да, общайтесь с людьми, ни в коем случае не закрывайтесь, вам это нужно будет, новый круг людей для того, чтобы
узнать, какой мир есть дальше, вот той жизни, которой вы жили. И это на самом-то деле хорошо, потому что, ну, нельзя столько времени вот так быть закрытыми. Открывайтесь, от вас как раз-таки 1,5 года требуется вот этого настроения открываться, двигаться вперед, расширять капитал связей в личной жизни, вот расширять вот этот спектр эмоций, доверия и тому подобное. И тогда у вас все будет хорошо, и уже через год, дорогие рыбки, первой декады, вы почувствуете уже совершенно другое настроение, проявленность, активность, движение вперед. И финансы пойдут очень сильно большим, мощным потоком. То есть не будет такого состояния, как будто вот вы находитесь где-то в буферной зоне, да? Будет состояние, что и удача ко мне пришла, и движение вперед, и финансы идут стабильно, и все вот у меня вот хорошо. И появится, кстати, у вас потом очень хороший период, то есть это 2026 год, то есть вы когда сейчас вот так вот над собой поработаете, над своими страхами, да, у вас очень хорошая возможность покупки недвижимости 26-27 год, поэтому если вам нужно, если вы планировали, действуйте, конечно же, да, я всегда говорю, нужно реализовывать все свои возможности и желания, какие только есть, но и Вселенная вам, конечно же, даст. Главное, ребята, еще раз очень важно скажу, что для вас, дорогие рыбки первой декады, очень важно поработать со своими страхами, волнениями, нежеланием вперед. Почему вы не идете туда? Почему вы стоите на этом месте? Потому что сами прекрасно понимаете, что вы являетесь тем знаком, который максимально впечатлителен, переживает и волнуется, в принципе, за всех. Поэтому волноваться за всех это прекрасно, но сейчас подумайте о себе не с точки зрения волнения, а с точки зрения найти вот это рациональное зерно, почему вы не идете вперед или почему вам удобно не идти вперед. Откуда у вас вот эти внутренние выгоды? Посмотрите на свою жизнь и начните реализовывать именно свою жизнь. Очень уж миру нужны рыбы именно первой декады, ребят, ну пора уже все вот вылазить, вот и вот всплывать, я это так могу сказать. Рыбы второй декады, ребят, это те, кто родился с 1 по 10 марта. С 1 по 10 марта это рыбки второй декады. У вас, ребят, конечно же, вот эти 1,5 года будут очень важными с точки зрения расширения своего такого влияния, с точки зрения смена места жительства, да, когда вы хотите изменить свой социальный статус, да, с точки зрения образования подняться выше, да, социальный статус в семейной личной жизни, да, то есть здесь хорошие аспекты и на любовные отношения, на знакомство, на то, чтобы обзавестись потомством, ребеночек, тоже хорошее будет для вас такое настроение, пополнение в семье. Если вы к этому, конечно, идете, если же вы уже находитесь в зрелом возрасте, то, возможно, это внуки, либо хорошие события в семье добрые. Но, естественно, от вас требуется такая большая внутренняя мотивация. Естественно, что вам для этого нужно сделать, чтобы у вас все вот так вот было хорошо, да? Ну, во-первых, если вы хотите подняться в социальном статусе, пусть за счет семейных отношений, либо же в работе, в карьере, то для работы, для карьеры вам, конечно же, необходимо образование, то есть какие-то еще новые знания для того, чтобы подняться повыше и их разумно использовать, коммуникацию, расширение капитала связей. Конечно же, если вы вольетесь в другую среду новее, чем ваша жизнь, да, то здесь, конечно же, очень важно вот эту коммуникацию поддерживать. То есть, да, если вы вливаетесь в тусовку какую-нибудь социальным статусом выше, то здесь, естественно, нужны и навыки коммуникации, и умение с мудростью подходить к каким-то новым вопросам по жизни, да, то есть от вас требуется вот это как раз-таки именно эмоциональный подъем. Для того, чтобы в личной жизни вам иметь в семье какие-то вот такие теплые, добрые события, конечно же, нужно вложиться эмоционально, поддерживать себя, своих вторых половинок, поддерживать своих деток, если, например, у вас семейные пополнения, пусть
если у вас не свои дети, то это внуки. Естественно, при такой моральной, эмоциональной поддержке в сторону своих близких это событие будет гораздо ярче, потому что эмоции рыб — это очень потрясающие такие эмоции, они благотворно складываются на всю семью, очень сложный знак, но при этом много благоприятных моментов несет, да, поэтому если вы, дорогие рыбы второй декады, будете эти 1,5 года добродушны, несмотря на то, что события будут случаться разные, да, вот буквально еще сейчас идет Сатурн по вашей второй декаде, вот заканчивает движение, да, уходит к рыбам 3-й декады, и остается такое ощущение, как будто вас слегка помяли, скажем так, да, то есть заставляли работать, пахать, трудиться, там, возвращать долги, выживать в том числе, да, то сейчас, конечно, сменяется вот это настроение, оно будет еще лучше. Вот к весне, к лету уйдет вот это состояние претензионное, усталости, вот это состояние, когда вот изнеможение, да, моральное, эмоциональное. И уже с лета у вас появится вот такое настроение благодарности, благоприятных таких вот ожиданий от событий. Поэтому да, сейчас вот у вас зима и весна 2025 такой момент слегка сложноватый, да, когда нужно проделать вот эту свою работу над ошибками, уяснить вот это вот все в голове, понять, почему случился вот этот весь глобальный вселенский замысел, почему, как говорится, проехалась жизнь катком, вот так изменила все, было сложно, ну, не совсем уж катком, но это я так утрирую, но все-таки, ребят, необходимо просто иметь для следующего периода своей жизни вот все эти сложности принять с благодарностью. Сказать спасибо, что был этот момент, наступает другой момент. Для него требуется, конечно, очень много эмоциональной силы, радостного состояния. Если у вас на этом фоне будет желание расширить семью, выйти замуж, родить ребенка, переехать, то это будет, конечно же, тоже очень хорошо. И тогда чуть позже даже вот с вашим таким внутренним действием, моральным, эмоциональным, конечно же, в 27-м, в 28-м году будет очень хороший такой аспект на приобретение недвижимости. Но для этого, смотрите, какой путь надо сделать. Да? Здесь вот такие и финансовые, сначала у вас трудности, моменты, когда необходимо вот так финансово вытягивать, потом морально, эмоционально быть к этому готовым, к расширениям, благоприятным событиям в семье, в работе в том числе. То есть, если вам хочется подъема в работе, в карьере, в социальном статусе, то здесь, конечно же, необходимо морально понимать, сколько сил и эмоций у вас будет запрашивать новая работа в том числе. А так очень хорошее время тоже для смены работы. И тогда, конечно же, и вы и финансово вот так вот утвердитесь. История с недвижимостью, история с таким мощным, я бы так сказала, финишем. Но это будет тоже только начало, поэтому ни в коем случае не думайте, что вот сейчас вот я вот это все сделаю, пару годиков, и жизнь у меня прям наладится, я потом буду ничего не делать. Жизнь наладится, но я советую потом брать еще больше планку для того, чтобы жить еще ярче. И это я говорила про рыб второй декады. Рыбы 3-й декады, кто родился с 11 марта и до знака зодиака Овен. Ребята, скажу вам, что у вас этот период на 1,5 года будет очень продуктивный, самый продуктивный для всех рыб, самый эмоциональный, самый, возможно, сложный. Возможно, сложной в вашей жизни. Здесь и северный кармический узел прямо вот уже сейчас спрашивает, и вы чувствуете это напряжение. Здесь и Нептун дает очень много эмоций, и Сатурн скоро подтянется, и для вас первая половина 2025 года будет очень бурной, эмоциональной, продуктивной, если вы будете, конечно же, работать. Если в этот момент, вот в самом начале, помните, я говорила, что энергии, когда выделено очень много, ее необходимо в нужное русло пускать.
да, потому что от вас Вселенная как раз-таки просит сейчас закрывать долги, проявляться, обращать внимание на свое здоровье, обращать внимание на свои финансы. Если финансов нет, нужно максимально зарабатывать, нужно максимально подниматься. Если с работой сложно, искать новую работу, потому что, дорогие рыбы, третьей декады, у вас прекрасный аспект Урана, который говорит: ищи новую работу, меняйся, работай на будущее свое, очень быстро будет получаться, будет очень быстро получаться, все проекты онлайн, в сети, интернет, связанные с образованием, все, что связано с будущим, строительством в том числе. Да, необходимо потрудиться, приложить сил как можно больше, чем обычно, в прямом смысле, больше, чем обычно. Вот это все ваши возможности, которые есть у вас сейчас. И да, как бонус вы можете приобрести недвижимость. Вот так это может получиться. Вы скажете, в смысле, если вдруг, ну, я надеюсь, что у вас и есть накопленные средства. Если их нет, ну, то нужно срочно их накапливать, зарабатывать. Потому что если на все на вот это не будут тратиться эмоции, настроение, действия и силы, то тогда, естественно, если вы ничего этого не делаете, тогда, скорее всего, у вас сейчас какое-нибудь депрессивное состояние, состояние потухшей жизни, состояние неверы в себя, я в себе не верю, я не знаю, что делать, как бы мне из этого всего выбраться. И вот это вот все. А еще тут обстоятельства толкают много чего делать и, скорее всего, проблем по здоровью. Поэтому, ребят, выходим, всплываем из дна своих эмоций, иллюзий, которые там себе напридумывали и сказали: мне хватит, мне достаточно. Ну, кармические узлы просто так не заглядывают. Это просчитанный момент времени с точки зрения звезд, поэтому здесь, ребят, конечно, идем вперед, развиваемся, активность, действие, и тогда все у вас будет хорошо, все у вас будет прекрасно. Звезды, по крайней мере, говорят, что нужно сейчас очень хорошо потрудиться, чтобы потом получилось очень классно, и все у вас будет. Но, естественно, при упущенных возможностях через 1,5 года, когда вот этот момент взлета и подъема энергии закончится, если не использовать его, придет такое большое жирное разочарование. Большое жирное разочарование, когда кармические узлы перейдут в ось Водолея, Льва. И это такая история, знаете, грустная. Потом вы скажете, что вот был такой классный момент времени и возможности, и предложения, и контакты сыпались, и люди предлагали, и вот такое расширение. И вы буквально еще через год уже, дорогие рыбы, третьей декады, увидите вот этот масштаб своей деятельности, вот такой вот он классный, большой, амбициозный, да. Вы увидите и подъем в социальном статусе, вы увидите, как улучшились отношения с близкими, вы вообще в принципе стали краше, ярче и интереснее, и у вас по жизни вместо такого состояния недоверия появится состояние: вау, да я просто классный, классная. И я на самом деле очень сильно, ребят, хочу, чтобы у вас вот это вот все было. Но здесь нужно сейчас максимально честно посмотреть на свою жизнь. Такая ли она, как вам хочется, или вы просто боитесь, просто страшно, потому что рыбки — это еще те трусишки, которые не выходят, не всплывают, а лучше вот где-то переждут вот этот момент времени. Но тактика не такая. Сейчас для вас необходимо активно, ярко, амбициозно шагать вперед, проявлять свои таланты, навыки, качества. И если есть здесь вот такие аспекты, а они у вас есть, дорогие рыбы третьей декады, так вообще проявлять все свои таланты, раскрыть свое истинное рыбье солнце, ну это просто будет вау-эффект, подключить просто свой творческий канал, всю свою креативность, движение, деятельность вперед, и получится супер классные здесь аспекты, которые вас поднимают. Только начните делать. Не визуализировать, ребят, нужно делать продуктивно, плодотворно, составить план и понимать, где вы хотите отдыхать, где вы хотите действовать, и тогда все будет хорошо. Вот так
такой гороскоп получился, дорогие рыбы, для вас, для всех. У каждого разнятся эмоции, которые необходимо вложить в этот период времени. У всех по-своему, каждому, как говорится, по задачам. И здесь необходимо понимать, что нет хороших и плохих, нет любимчиков и нелюбимых. Есть просто те люди, которые берут и используют свой потенциал и идут в будущее. И есть те, кто это время тратит. Не тратьте время, нужно идти вперед честно, четко, по списку, по плану. Вы не совсем это любите, но для того, чтобы сейчас воплотить весь свой ресурс, а самый главный наш ресурс – это время. То есть, чтобы не потратить его просто так, не слить его, как говорится, нужно в прямом смысле в план себе, чтобы голова была ясная, чтобы голова была трезвая, чтобы быстро работал мозг, чувства, интуиция. И вот раскрывайте все свои таланты, и будет у вас хорошо. Я за вас вот всем сердцем переживаю, дорогие рыбки, потому что ваше миролюбие, ваше отношение к жизни, это дорогого стоит. И было бы классно, если у вас все было хорошо. Но только вы можете себе это обеспечить, потому что только вы максимально понимаете себя и все свои грани сознания. Поэтому раскрывайте свои грани, реализуйте свои таланты, делайте жизнь свою так, как нравится вам, несмотря на то, что да, задачи у нас у всех немножко разные, но делайте так, как нравится, чувствуйте эту жизнь, кайфуйте от нее, берите вот это самое классное душевное настроение, и все будет хорошо. Дорогие, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, я обязательно на них отвечу, но при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Общий гороскоп я рассказала, а личные карты я уже буду смотреть по вашим данным. Ну что, ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем гороскопе. Пока-пока!